Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала Max Pro. Сейчас я покажу вам, как можно увеличить количество FPS в PUBG Mobile. Вот. У меня было такое видео уже на канале, но оно уже не актуально из-за того, что версия игры устарела, и приложение, с помощью которого мы проводили настройку, тоже устарело. И почему меня посетили мысли записать и данное видео? Дело в том, что недавно вышло обновление программы, с помощью которой мы изменяли графику. Вот. Там добавили некоторые функции, которые очень сильно влияют на слабые устройства. То есть можно теперь более обширно настраивать игру для слабых устройств. Вот. В принципе, все сказал по поводу приложения. Давайте перейдем к самому приложению, чтобы провести настройку. Вот мы и в GFX Tool. Для того, чтобы начать настройку, нам нужно выбрать версию, в которой мы будем проводить саму настройку. В моем случае это глобальная версия 0.11.0, то есть версия с Google Play. Выбираем ее. Первый пункт настройки у нас это разрешение. Для нормального количества FPS и для того, чтобы было приятно играть, стоит ставить 1280 на 720, но если у вас очень слабое устройство, конечно, лучше будет 960 на 540. Но придется привыкать, конечно. Вот, я оставляю как было. Графика. Всего в игре у нас имеется 4 пункта графики. Это плавная графика, потом баланс графика, высокая графика и максимальная графика. Есть также ультра графика, но она недоступна, потому что ее еще нету. Вот. В приложении мы можем выбрать графику, которая ниже настраиваемой в игре. То есть Smooth HD и So Smooth. Вот. Smooth HD это графика, которая идет ниже плавной. Вот она урезанная, но все объекты и текстуры по краям в HD. А So Smooth это ниже еще предыдущего пункта получается, но все объекты более размыты и выглядят не очень качественно. Соответственно, данные пункты стоит выставлять для слабых устройств. Но опять же, это нужно экспериментировать, потому что бывает даже самая низкая графика тормозит, так сказать, ваше устройство, и это влияет на количество FPS. Вот. FPS, ну тут оставляем 60. В принципе, тут и вопросов не должно возникнуть. Вот. Следующий пункт у нас это анти-алиасинг. Это у нас сглаживание получается, влияет на текстуры, опять же, они будут более четкими и гладкими. Это влияет на производительность, и для слабых устройств ее лучше отрубать. Следующий пункт у нас это стиль, то есть цветокоррекция у нас идет, фильтры называются в игре. Вот. Она, в принципе, не влияет, эта цветокоррекция, никак на производительность, но все же приятнее классический. Вот. Опять же, можно поэкспериментировать и попробовать. Следующий пункт у нас идет это Shadows, тени. Для слабых устройств, конечно, ее лучше отключать. Не лучше, а вообще отключать. Следующий пункт у нас добавился как раз в GFX Tool, это Rendering Quality. Это прорисовка у нас текстур, объектов и скорость прорисовки. Для слабых устройств ставить надо Low. Вот, вы увидите, что у вас будет все медленнее прорисовываться и будет не все так четко и гладко на больших расстояниях. Следующий пункт. Light Effects. Этот пункт связан с светом, с освещением. То есть замечали вы, наверное, что на персонаже имеется свет. То есть есть какой-либо источник света, и в зависимости от того, в каком положении находится персонаж, на него падает свет.
Вот. Ну, естественно, ставить Disable для слабых устройств, либо Low. Вот. Следующий пункт. GPU Optimization. Тут все понятно. Это оптимизация графического ядра, то есть взрывы гранаты. Ну, примеры привожу. Взрыв гранаты, потом какие-либо эффекты в дыму. При стрельбе также дым от пуль. Вот. Ну и все, в принципе. Этот пункт очень сильно влияет на производительность. Самый последний пункт, Save Controls. Если вы его отключите, то произойдет ГГ, и все настройки слетят. Все настройки управления, все настройки чувствительности, и будет реально ГГ. Поэтому этот пункт обязательно включать. Если вы все настроили, прям все настроили и готовы обрадоваться, нажимаете кнопочку Accept и запускаете игру. Потом вы начинаете удивляться. Ох, как же классно играть со стабильным FPS. Да. Все, в принципе, я объяснил, рассказал. Если видео вам помогло и оно вам понравилось, ставьте лайк. Если же видео не помогло, ставьте дизлайк, чтобы люди знали, помогает ли данное видео пользователям, либо нет. Все, в принципе, объяснил, рассказал. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока.